Прикинь, мы будем распутывать настоящую теорию заговора. Доброго времени суток, чумбы! То, что я расскажу в этом видео, является моими догадками на основе намеков и прямых отсылок, указанных для нас разработчиками в самой игре. Более точный ответ стоит ждать только в сиквеле. Ролик будет долгий, поэтому запаситесь вкусняшками и пристегнитесь, ведь нас ждет полет через весь Найт-Сити прямиком к Луне, и мы даже побываем за черным заслоном. Поэтому, чтобы сохранить свою кибердеку, настоятельно рекомендую поставить предохранительный палец вверх под роликом, а также установить защитный модуль в виде подписки на канал, если вы с Рипером его еще не поставили. Ну и конечно же, отбейтесь от попытки дальнейшего взлома корпорации с помощью скрипта комментария на тему видео. Все вспомнили Сандру Дорсет? Да-да, ту самую корпоратку, что работала в корпорации Найт, и задницу которой нам необходимо было спасти в заказе «Последняя игра в спасателей». Давайте разберемся, чем же занимается корпорация Найт. Она управляет инфраструктурой города. Основателем компании была жена основателя Найт-Сити, Мириам Найт. Интересно, что ее муж был застрелен у себя на балконе, пока любовался городом. Позже ее место заняла загадочная личность. Но для чего же мусорщикам понадобилась сотрудница городской корпорации со способностями к нетранерству? Импланты? Но они вынули только биомон. Особо внимательные заметили, что во время поездки с Джеки кто-то подозрительный уехал на Импераре. Далеко не уходя от Сандры, после налета на Кампеки Плаза, Дорсет попросит не за бесплатно выкрасть у мусорщиков ее биомон, который находится по другому адресу. Добравшись до места, чип можно взломать. Откуда узнать про проект Carpe Noctem? В рамках проекта был создан и скин Carpe Noctem 7. Можно предположить, что это его 7-я версия. Для начала его протестировали на всех сотрудников низшего звена корпорации Найт, а позже переключились к главной цели, а именно Пиралисом. В квартире Сандры можно найти чипы, как она переживала, что ее раскрыли и что с ней могут сделать. Также в ходе диалога с ней можно заметить, как она боится, что ее будут искать и найдут. А к информации с 2 чипов мы вернемся позже. Пиралисы, пожалуй, следующее звено нашего расследования. Знакомство с ними происходит, так как Джуди порекомендовала нас в качестве специалиста по брейндансам. Нам нужно выяснить, что случилось с бывшим мэром Найт-Сити. Примечательно, что в ходе пьяного похождения Джонни от татуировщика можно узнать, что как-то он набил одному большому чиновнику посыл куда подальше корпорации Найт. Им же и был покойный мэр. И как все мы помним, они обнулили его через брейнданс. Если бы у Ви не было Джонни в голове, то после просмотра брейнданса ей было бы крышка. А помните, как знакомый детектив Ривера просто замял дело и не захотел в него лезть? Вернемся к этому позже, а сейчас перейдем к квесту Бунраку. Предысторию вы знаете, но на всякий случай напомню. Однажды ночью Джефферсон проснулся и увидел возле себя женой человека, выстрелил в него и потерял сознание. Наутро проснулся, спросил у своей ССБ, они сказали, что не было такого, в результате чего для подстраховки он нанял Ви. Приехав в их роскошный пентхаус, мы узнаем, что Пиралисы не помнят, кто порекомендовал им их ССБ. В ходе нашего расследования мы можем почитать переписку охраны, странно, что они ее не удалили, и из нее мы узнаем, что для переписки сознания существует 3 группы: оранжевая, наблюдательная и охранная, синяя, собственно те, кто следят за успешной работой скина, и черные на случай, если все пойдет не по плану. Как думаешь, кто придет? Рептилоиды или технонекроманты? На кого поставишь? Вообще, я надеюсь на единорогов. Всегда мечтала, что однажды они прилетят к нам с Нибиру и сожгут землю радужными лазерами любви. Ой, какая прелесть. Не подозревал, что у тебя такое живое детское воображение. И мозги. Короче, все, не ржать. Сидим тихо и ждем. В секретной же комнате мы узнаем, что Джефферсона они называют объект Альфа. Кто ответственен за это, они называют Альфа Черные, а также еще попутно они собрали достаточно информации на Ви.
И если попробовать починить телевизор, мы получим сильный удар с эффектом, похожим как при просмотре Брейндатса, который убил мэра. Что это было? Вообще не ебу. Что-то приятное, но странное. Как приход от кислоты. Электроника. Для чего это все? Она подключена к настенным экранам. Интересно, куда ведут эти провода? А после того, как Ви выяснит, куда ведут провода, Джонни расскажет про военный передатчик. Странно. Такую технику уже давно не используют, но она выглядит новой. Я видел кое-что похожее на войне. Такие передатчики были у Милитеха. ДМВ короткого диапазона. Нужна прямая видимость, зато сигнал перехватить невозможно. Прямая видимость. Значит, приемник должен быть где-то неподалеку. Давай посмотрим. Когда мы доберемся до места, куда идет сигнал, два агента группы черных попытаются уйти. Все забито электроникой. Данных по производителям нет. Модов моя оптика тоже не засекает. Эта машина не серийного производства. Для чего она? Что они там делают? Да хрен знает. Может, люди смотрят на политиков и видят красивый фасад, а за ним идет настоящая война. Это не люди выбирают депутатов в парламент. А кто? Крупные игроки, кукловоды. Они следят за такими пиралисами, ищут их слабые места, шантажируют, мухлюют с выборами. Черт. Они заманивают нас в Нордсайд. Джонни, это точно ловушка. Приехав к их ловушке, если полезть сразу на крышу, можно увидеть Ави, замаскированная под травму Тим, а также двух черных агентов, бегущих к нему. У одного из них есть чип. Так мы узнаем, что проект называется Кондин, и что они что-то сделали с местным Мальстрёмом. Также Ави включает стелс-режим и улетает без пассажиров. Пилота внутри я не нашел. И раньше эта Ави была полностью невидимая. Добравшись до машины, мы узнаем, что корпорация Найт меняла не только пиралисов, но и много кого еще. Да тут информация подробнее, чем в полицейском досье. Фотографии, медицинские карты, уровень нейропластичности. Это какая-то база данных. Сканы мозга обоих пиралисов, биологические слепки, нейропластичность. Блять. А это еще что за голубая фигня? Новые нейронные связи. Джонни, они за ними не шпионят. Они меняют их сознание. То есть кто-то буквально водит на поводке наших независимых политиков? Ага. Красные пятна — это следы памяти в области гиппокампа. Видишь? Они накладываются на голубые. Ну и какой из этого вывод? Они пересаживают им воспоминания, меняют личность. Здесь говна не расхлебать, Джонни. Ебануться. Кстати, среди подопытных кроликов не только пиралисы. Быстро все скачивай. Кто придет за этой инфой, тот главный подозреваемый. Блять, они стирают данные. Нас обнаружили. Теперь они знают, что кто-то копался в их базе. Главное, знают ли они кто. Помните, ранее я говорил про эксперименты с сотрудниками корпорации Найт? Так вот, точно такой же передатчик, как тот, что на крыше пентхауса пиралисов, находится в психбольнице. А во время прохождения местного заказа одна из пациенток говорила, что полиция как-то замешана. Не забыли, что коллега Ривера не захотел углубляться в дело о гибели мэра. Отсюда вывод, что некоторые высшие чины полиции Найт-Сити подконтрольны корпорации, а более низшие боятся с ней связываться. Ну, вообще не боятся связываться с высшим руководством. Интересно, что в заброшке, в которой нас ждал Такамура, и Фарфоровая, есть комната 301. Казалось бы, комната так комната, но там есть надпись точно такая же, как и в психушке. «Я — это не я, и я не писал этого». Запомните, пригодится для понимания дальше. Про многое говорил пророк Гэри. Интересный факт. У пророка Гэри, Дженкинса из Арасаки, Пиралиса, а также Голубоглазого есть кольцо Джингуджи. Но это скорее говорит об их состоянии, чем каком-то сговоре. Да-да, казалось бы, бомж, но пророк Гэри был какой-то важной шишкой. Но Искин облажался, возможно, это была не 7-я версия, а более ранняя, и
поэтому он частично стал узнавать про планы корпорации и при этом потихонечку сходить с ума. Обо всем, что он говорит, если переводить на логику, есть упоминание реальных мест, действий и персонажей. В рамках секретного квеста от него мы можем наблюдать встречу Мальстрёма с двумя корпоратами Найт. Они говорят в стиле пророка Гэри. И да, у Мальстрёма есть культ Лилит. И как вы наверняка знаете, это Альт Каннингем. Ей же поклоняются и вудуисты. О, ты смотри. И правда кто-то пришел. Мальстрём. Технонекроманты, значит. Так и знал, что напиздел он про ящериц. А то не заметишь, как тебя за жопу возьмут. Что сказал волк-отец матери Луне, когда она сошла на землю? Я защищал владение людей тьмы, но сегодня их защищают наши дети, имя которым отцы-убийцы. Волк-отец — это Бартмос. После обнуления всех на встрече нужно взломать чип и прочитать. В нем говорится об том самом месте, где Ви, Джонни и Альт встречаются после налета на Микоши. Но если у вас стоит английский язык, то вы еще и узнаете, что из первых букв каждого слова можно получить следующее. Проект Оракул, приказываю исполнить план. Еще один проект. И как мы узнаем дальше, пророка Гэри похитили люди с голубыми глазами. Полиция побоялась лезть, сказав, что Гэри псих. Возвращаемся к Пиралисам. Элизабет хочет, чтобы мы не говорили правду. По сути, ее уже не спасти, ибо перепись сознания у нее уже на заключительной стадии. Она сама призналась, как они начали забывать. И я — это не я. Придя на место встречи с Джеффом, Ви взламывают и передают сообщение. Да? Не имеет значения, что ты ему скажешь. Что бы ты ни решила, что бы ты ни сделала, ты ничего не изменишь. Что? Мы знаем, кто ты. Мы знаем, что ты. Мы знаем, чего ты хочешь. Ты идешь по тонкому льду. Не переходи границу. Бля. Тут мы решаем, подарить будущему мэру паранойю или позволить корпорации Найт завершить свое дело. Если вы скажете ему правду, то он будет подозревать, что Элизабет уже полностью переписали сознание и ей нельзя доверять. Ну, она, между прочим, забанит вас навсегда. Во время этой встречи на балконе за нами следит мистер Голубоглазый. Взаимодействий с ним нет. Но вот, что интересно. Ну, что думаешь? Мне кажется, что за этим стоят не люди. Пришельцы? Очень смешно. Когда тебя еще на свете не было, все боялись диких эскинов, которые рыщут по киберпространству. То есть не пришельцы? Неважно кто. Главное, что этот мужик поднял брошенную перчатку. Наш человек. И все же, кто же стоит за корпорацией Найт? Причем тут и скины, Альт и Бартмос. Бартмос — это самый сильный нетранер, который когда-либо существовал. Именно он обрушил сеть, и именно из-за него сетевой дозор был вынужден создать черный заслон. Но знаете, что интересно в его биографии? Когда он еще был жив, он захватил сознание всего дома в Пасифике. Но так, что жильцы даже не догадывались об этом. Но в случае чего были готовы его защищать до конца. Ну, конечно, его тело не справилось с длительными походами в сеть и умерло. Но сам он, как и Альт, остался в киберпространстве. Волк-отец. Но куда же он там пропал? Если вдруг не знали, его тело можно найти в холодильнике рядом с трупом Декса и забрать его кибердеку, с которой, к сожалению, особо ничего получить не получится. Черный заслон. Зачем голубоглазому Сойка и что происходит в дополнении? Сойка творила много грязных дел для стервы Майерс, и однажды в нее вселился Дикий Искин. Если не помогать ей во время ключевого момента, то Искин захватит контроль над разумом Сойки, и игра превратится в хоррор. Кто проходил по этому пути, тот понял, но нас интересует путь помощи ей. Так мы узнаем, что про лекарство ей рассказал Голубоглазый,
а также ей готовы помочь на какой-то секретной космической базе на Луне взамен на информацию. Когда Сойка будет ждать нас в фургоне, чтобы отправиться в космопорт, рядом будет сидеть подозрительный бездомный с голубыми глазами. Именно про них говорил пророк Гэррит. Голубоглазый не один такой, только есть один нюанс. Только у голубоглазого глаза такие постоянно. В мире киберпанка данный цвет означает передачу данных. К примеру, когда Джуди дает ключи от квартиры, или репортеры записывают репортаж, или же когда агенты НСШ сканируют всех в космопорте. К чему это я? Моя теория заключается в том, что голубоглазый словно кукла, которую управляет кто-то извне. Не удивлюсь, если это сам Бартмас. Но также интересно подметить то, что моделька голубоглазого в игре называется никак иначе как Блэкхэм. И заметьте, лед у корпорации Найт не слабый. Голубоглазого можно встретить в техническом отделении космопорта. Как только он заметит Ви, тут же уйдет в неизвестном направлении. Что же такого они забыли в космосе и зачем им казино Арасаки? Вспомнили концовку легенды? С заказом с интригой от самого голубоглазого. Ви, этот момент все-таки настал. Я наконец встретил новую легенду по смерти. Надо сказать, я впечатлен. Так вот, добавьте сюда то, что сделала Альт с теми, кто был в Микосе. Искины хотят захватить мир, про это говорили вудуисты. Про это постоянно тревожится сетевой дозор. Грядет война, страшная война. Силы диких искинов способны за считанные секунды испепелять отряды спецназа. Оружие из дикого заслона мега мощное. Именно его хотела получить Майерс. Поэтому совместно с одними искинами корпорация Найт готовится к войне с более враждебными и дикими искинами, чем они сами. Но также и они хотят устроить свой мировой порядок путем переписывания сознания важных лиц. Возвращаемся к чипам Сандры Дорсет. Кому еще по силам было спрятать пространство внутри сети так, чтобы без определенных параметров его не найти? На ум приходит троица: Бартмас, Альт и Спайдер Мерфи. Мерфи отпадает, остается Лилит и Волк-Отец. Лилит не подходит на роль главного, ибо у нее своя ключевая роль, а именно интеграция. Помните особый вариант спасения Деламейна и его детей? Интеграция. Вам это о чем-то говорит? Наверное, так они собираются победить злых диких искинов, которых так боялись вудуисты. Человеческая ДНК, Луна, для кого? Загадка. Я-то надеялся увидеть зеленую кровь. Воистину, жизнь бесконечная череда разочарований. Думаю, на Луне просто безопаснее, чем на Земле в случае прорыва черного заслона. Так много вопросов, но ответы ждать придется долго. Что подготовят нам разработчики в сиквеле? И как вам мое видение распутывания клубка вокруг тени корпорации Найт? Я попытался рассказать вам без воды, поэтому, возможно, это слишком сжато. И да-да, на фоне сотрудник Макс так косплеит хищника. А я предлагаю обсудить все в комментариях. В чем же мораль? Чему учит нас эта история? Тому, что открытая концовка отстой. Не могу не согласиться. Но мораль-то в другом. Есть люди, которые знают больше других, слышат приватные беседы мировой элиты. И что они делают с этими знаниями? Да ничего. Перекладывают старые сказки на новый лад. Какой же ты скучный. Мне вот нравится верить, что мы чудом избежали войны с пришельцами и вампирами. Да всем нравится. Вампиры, пришельцы, рептилоиды. Дух захватывает. Да и жить не скучно.